Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный шоколадный кето-трюфели с фундуком в стаканчиках для всех, кто любит шоколады и не хочет набирать лишний вес. Шоколадные кето-трюфели по данному рецепту не содержат сахар, лактозу и казеин. А поскольку в них отсутствуют продукты животного происхождения, это отличный шоколадный десерт для веганов, либо у кого непереносимость животного молока. Шоколадные кето-трюфели с фундуком не вызывают скачки глюкозы в крови, последующей инсулиновой реакцией, что очень важно для всех, кто соблюдает кето-диету или кто следит за своим весом. Рецепт адаптирован под людей с диагнозом сахарный диабет и у кого имеется инсулинорезистентность. Готовится шоколадный трюфель очень просто и быстро, а вкус яркого шоколадного десерта приятно удивит любителей шоколада. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. В кастрюлю с кокосовым молоком, установленной на плите, добавляю эритритол. Как только молоко нагрелось до горячего состояния, добавляю какао-масло и какао-порошок. Перемешиваю до получения однородной шоколадной глазури. Фундук пробиваю в чаше блендера до максимально возможно мелкой крошки. Налипшую ореховую массу снимаю силиконовой лопаткой со стен чаши. Повторяя манипуляции, пробиваю ореховую массу до пасты. В готовую ореховую пасту вливаю немного шоколадной глазури и еще раз пробиваю блендером. Переливаю орехово-шоколадную пасту в шоколадную глазурь. Оставляю при комнатной температуре, чтобы шоколадная масса загустела. А чтобы не образовывалась жировая пленка от какао-масла, рекомендую тщательно вымесить ложкой шоколадную массу через 2 часа с момента вливания ореховой пасты и оставить до полного остывания. Шоколадная масса простояла всю ночь, она хорошо загустела и при этом шоколадная ореховая паста мягкая при вымешивании простой вилкой. Кондитерский мешок, в который я предварительно заправил шоколадно-ореховую пасту, подрезаю ножницами, чтобы получилось широкое отверстие для формирования десерта в стаканчиках. Выдавливаю шоколадную массу в гофрированные стаканчики со специальным покрытием, которое не пропускает влагу. А размер стаканчиков, которые я использую, можете посмотреть в рекомендации под этим рецептом. При желании шоколадные трюфели можно отсадить в любые формы или на отдельный лист в виде шоколадных конфет. Заполняю оставшейся шоколадной глазурью стаканчики, чтобы шоколадная паста полностью и равномерно распределилась по стаканчикам. В целом на такой замес у меня получилось 18 шоколадных кето-трюфелей в стаканчиках. Для декорирования я буду использовать 100% шоколад или, как его называют, тертый какао, который изготовлен путем прессования с обжигом какао-бобов. Тертый какао не содержит сахар и потому имеет горький 100% шоколадный вкус. Вы можете использовать любой темный шоколад с содержанием не менее 70% какао-бобов. Дополнительно оформил шоколадные кето-трюфели тертым шоколадом. Шоколадные кето-трюфели с фундуком имеют насыщенный вкус шоколада благодаря использованию какао-масла, которое получается за счет прессования под жерновами тертого какао, получаемого из какао-бобов. Каждая шоколадная порция этого шоколадного десерта заряжает энергией и радует великолепным вкусом настоящего шоколада. Орехи придают великолепный аромат и делают шоколадные трюфели в шоколаде лучшим шоколадным подарком для всех любителей шоколада. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.